Анна Добрын. Роман о неземной любви. Райская птичка. Часть 1. Глава 1. «Аня, пора домой!» – крикнула из окна Надежда, увидев пробегавшую дочь. Раскрасневшаяся девочка 12 лет резко изменила маршрут и быстро забежала в подъезд пятиэтажного дома. Призыв матери был как нельзя кстати. Аня не знала, где спрятаться от своего преследователя, поэтому скрылась за дверями родной квартиры. Сейчас в жизни Ани произошло удивительное событие. Ей впервые объяснились в любви. И, боже мой, поцеловали! Соседский мальчишка, на год постарше, уже давно заглядывался на нее, а сегодня, хоть и неуклюже, но все же раскрыл ей свои чувства. В довершении всего он прижал Аню к стволу дерева и поцеловал ее в щеку. Она, не готовая к таким взрослым отношениям, оттолкнула смельчака и убежала. «Что-то ты сегодня припозднилась», – недовольно сказал отец, бросив нарочито суровый взгляд на дочь. «Нехорошо девочкам так поздно гулять. И уроки, наверное, еще не сделала». «Сейчас сделаю, папа», – поспешно ответила Аня, ощущая, как горит место поцелуя, и, чтобы не выдать себя, проскочила в свою комнату и закрыла за собой дверь. То чувство, которое сейчас испытывала девочка, было совершенно новым, очень волнующим и одновременно пугающим. Сердце так и выпрыгивало из груди. Дверь в комнату открылась, и на пороге появилась мама. «Что у тебя случилось?» – спросила Надежда, внимательно посмотрев на встревоженную дочь. «Ничего», – быстро уверила ее Аня, но в это самое время о стекло ударился камешек. Надежда подошла к окну и вгляделась в темноту. Тень подростка мелькнула и быстро исчезла. Женщина улыбнулась. Она все поняла. «Думаю, это Игорь тебя вызывает», – сказала она, посмотрев на дочь. Аня смутилась. «Он дурак», – пробурчала она. Чтобы не выдавать волнения, девочка подошла к письменному столу и стала выкладывать из портфеля учебники. Надежда улыбалась, не сводя пытливого взгляда со смущенной дочери. «Вовсе нет», – мягко возразила она. «Просто он в тебя влюблен». Щеки Ани вспыхнули ярче. «Откуда ты знаешь?» «Мне его мама сказала». «Я же говорю, дурак», – в сердцах повторила девочка, не предполагая, что Игорь уже разболтал эту тайну. Надежда не стала спорить. Она понимала, как непросто признаваться в первых чувствах. Задернув шторы, она вышла из комнаты, оставив дочь наедине со своими девичьими переживаниями. Аня с облегчением опустилась на стул. Эта симпатичная кореглазая девочка с длинными темными косами нравилась многим мальчишкам, но не все решались выражать ей свои симпатии. Только, пожалуй, такие смелые, как Игорь. Аня была заводилой в дворовой компании, но ее задумчивый взгляд, казалось, хранил какую-то тайну, охлаждая пыл тех, кто был безнадежно в нее влюблен. «Надо делать уроки», – решила она, борясь с новыми ощущениями. «А то завтра получу 2, и меня не выпустят на улицу». Аргумент в пользу последнего оказал нужное воздействие, и девочка открыла дневник. Мало-помалу уроки захватили ее, и она забыла о влажных губах Игоря на своей щеке. Водя пальцем по хребтам мира в учебнике географии, Аня заучивала названия и местоположения гор. Уральские горы в России, Карпатские в Украине, Тяньшаньские в Казахстане, горы Фудзияма в Японии, Анды в Южной Америке. Аня вгляделась в горный хребет Анд, проходивший через весь континент Южной Америки, и невольно задержала на нем взгляд. Эта невероятно длинная горная цепь с многочисленными вершинами протянулась через территорию 7 государств – Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии, Чили и Аргентины, но брала свое начало в Венесуэле. «Венесуэла», – пропела девочка. Вдруг душа встрепенулась, будто услышала о чем-то родном, и Аня почувствовала в груди приятное тепло. «Венесуэла», – зачарованно повторила она, желая продлить это ощущение. «Надо же», – подумала девочка, – «сколько разных чувств я испытываю сегодня.
и она невольно вгляделась в очертания далекой страны, от которой получила отклик по силе воздействия, превышающий переживания, связанные с Игорем. Может быть, там живет он? С тоской по необыкновенной любви подумала Аня. Несмотря на свой юный возраст, она была слишком мечтательна. В ее голове постоянно рисовались образы далеких стран и прекрасных заморских принцев. Эти мысленные картинки не давали девочке покоя, и только поэтому она игнорировала ухаживание местных мальчишек. Ребята хоть и были хорошие, но душа Ани неустанно тянулась в неведомые дали. Сложив учебники в портфель, она легла в постель и, глядя в темноту, пыталась представить лицо того, о ком тосковала ее душа. «Но это не Игорь», – прошептала она и закрыла глаза. Глава 2. Мигель придирчиво посмотрел на свое отражение в зеркале. Модная прическа, одежда, соответствующая последним веяниям изменчивой дамы, и блеск глаз, говоривший только об одном – о влюбленности. Он невольно вспомнил Аманду, ее сочные губы, всепоглощающий взгляд больших черных глаз, страстный шепот. Приятная волна прокатилась по телу Мигеля. «Аманда», – прошептал он, предвкушая волнующее свидание. Мигель выходил из детского возраста, и его уже тянуло к более серьезным отношениям. А тут эта девчонка на 3 года старше, позволяющая многое из того, что не позволяли сверстницы. Взяв со столика флакон с туалетной водой, Мигель брызнул на шею ароматную жидкость и вышел из комнаты. «Мам, я пошел!» – сказал он, заглянув в гостиную. «Не задерживайся допоздна», – попросила сеньора София, с любовью посмотрев на взрослеющего сына. «А Мигель влюбился!» – стал дразнить старшего брата Льюис. «Замолкни, а то получишь!» – пригрозил кулаком Мигель. Мальчишка не испугался и стал строить рожицы. «В самом деле, перестань», – мягко сказала сеньора София самому младшему из 6 детей отпрыску. «В любви нет ничего постыдного». «Конечно нет», – усмехнулся Хорхе, самый старший из сыновей де ла Круз, если не брать в расчет, что он влюбляется каждый месяц в новую девчонку. «Да ну вас!» – махнул рукой Мигель и вышел из дома. Ему надоело, что его влюбчивость обсуждалась в семье безо всякого стеснения. Да, он влюблялся часто, но никто не знал, что причиной непостоянства был поиск чего-то особенного, рожденного только для него. С самых малых лет Мигель выделялся из числа сверстников своей внешностью, а чистый певучий голос прибавлял шансы на успех. Так оно и случилось. Талант мальчика не остался незамеченным продюсерами шоу-бизнеса, а Мигель в свои 12 лет уже был кумиром подростков в Венесуэле. Он совмещал учебу с концертами, и такая жизнь ему нравилась. Желание петь пришло в эту жизнь вместе с Мигелем, и его судьба, в отличие от его братьев и сестер, определилась рано. Когда маленького Мигеля спрашивали, кем он хочет стать, тот, не задумываясь, отвечал «певцом». Такое знание своей судьбы и удивляло родителей, и восхищало. Но не только петь хотелось Мигелю. Еще он мечтал о путешествиях в далекие страны. Его все время куда-то тянуло, и он с радостью собирался в дорогу, чтобы открыть для себя еще один город или еще одну страну. Пока он не знал, почему его все время влечет в заморские страны, но в своих фантазиях он рисовал приключения и, конечно же, даму сердца. Ту, взглянув на которую, он сразу поймет – это она. Но пока Мигель быстро загорался и также быстро остывал. Глава 3. «Поторопись, а то опоздаем», – сказала девушка подруге. «Не опоздаем», – ответила Аня, завязывая перед зеркалом банты на своих косах. «У нас еще уйма времени». В этот яркий весенний день девушки были одеты в праздничные школьные формы, которые напоминали о важном событии – дне окончания школы. «Волнуешься?» – спросила Аня, взглянув на подругу в зеркало. «Радуюсь», – ответила та. «Наконец-то со школой покончено». Марине не нравилось учиться. Она мечтала вырваться на свободу и погрузиться во взрослую жизнь.
«А я волнуюсь», — призналась Аня. «И еще на душе какая-то пустота. Даже не верится, что школьные годы закончились». «Ненормальная», — пробурчала Марина. «Неужели тебе не надоели учителя, уроки, экзамены?» «Нет, я даже думать не хочу об этих мучениях. Я хочу свободы». «Смешная ты. А как же институт? Там повторится все сначала». «Я не буду поступать в этом году», — заявила Марина. «Дам себе передышку». «Сумасшедшая, если не поступишь в этом году, все забудешь». «Ерунда», — отмахнулась Марина. «Поговорю с родителями, и они устроят меня в любой институт. И вообще, хватит портить мне настроение. Сегодня выступает ансамбль из соседнего техникума, а у них такой солист. Я чуть не лишилась чувств, когда впервые увидела его». «Тебя так очаровал его голос?» – поинтересовалась Аня. «При чем тут голос?» – фыркнула Марина. «У него такие голубые глаза, они заворожили меня с первого взгляда. А какая у него фигура! Мечтательно протянула девушка. «Да иди ты быстрее, а то из-за тебя мы пропустим вступительную часть. Он должен петь песню «Школьный вальс». Аня улыбнулась. Марина уже давно присматривала для себя кандидатуру в женихи. И солист, о котором шла речь, похоже, попал в этот список. Марина, хоть и была некрасивой девушкой, но имела существенное преимущество перед более интересными сверстницами. Ее родители считались весьма состоятельными людьми, и парень, который войдет в семью Марины в качестве ее мужа, автоматически получит любые привилегии: институт по выбору, высокооплачиваемую работу, автомобиль последней марки и так далее. Любой каприз единственной дочери выполнялся сразу. Но, несмотря на такие прекрасные условия, женихи не выстраивались в очередь за девушкой, и ей приходилось добиваться парней напором своего сильного характера. Когда подруги зашли на территорию школы, гул собравшихся и белизна праздничных передников и бантов ошеломили их. Всюду сновали старшеклассники, а учителя безнадежно пытались построить их в колонны. Ребята, почувствовав приближающуюся свободу, вели себя своевольно. «Смотри, это он!» – воскликнула Марина. «Кто?» – не поняла Аня, посмотрев в бурлящую толпу. «Солист, о котором я говорила!» Схватив подругу за руку, Марина потащила ее в самую гущу. «Я хочу ему представиться!» – на ходу крикнула она. Как только подруги оказались недалеко от симпатичного блондина с удивительно голубыми глазами, Марина растолкала всех, вышла вперед, оставив Аню позади себя, и протянула парню руку. «Меня зовут Марианна», — сказала она, приукрасив свое имя. «Можно с вами познакомиться?» Парень посмотрел на протянутую руку с некоторым неудовольствием. Девушка была слишком смела, а ему нравились скромницы. «Роман», – нехотя ответил он, пожимая руку незнакомки и, посмотрев на Аню, спросил: «Это ваша подруга?» «Я приходила в техникум слушать ваши выступления», – проигнорировала вопрос Марина. «Вы пели на дискотеке, вы помните меня?» Рома пожал плечом. Обилие красивых девушек, восхищавшихся им, не позволяло запоминать еще и дурнушек. «Ромыч, пошли!» – крикнул какой-то парень. «Пора начинать!» Солист вновь взглянул на Аню. Симпатичная девушка с задумчивыми глазами заинтересовала его сразу. В ней была не только природная красота, но, похоже, и скромность. По крайней мере, на это намекали ее длинные, несвойственные этому времени косы. «Сегодня я буду петь только для тебя», — сказал Рома Ане и, не дождавшись ее ответа, пошел к сооруженной сцене. Марина развернулась к подруге и посмотрела на нее так, что той захотелось провалиться сквозь землю. «Я здесь ни при чем», – поспешно уверила Аня. Но вид Марины предупреждал, что она не позволит отбивать у себя парней. В это время зазвучала музыка. Шум утих, и все устремили взоры на сцену. «Когда уйдем со школьного двора», – запел в микрофон Рома, под звуки нестареющего вальса, и его чистый голос эхом разнесся по округе. Услышав голос солиста, Аня закрыла глаза, и перед ее мысленным взором побежали неясные картинки чего-то знакомого, но давно-давно забытого. С самого детства мир музыки был дорог Ане.
Она любила слушать песни, и родители, зная пристрастие дочери, стали дарить ей пластинки разных исполнителей. Аня уединялась в своей комнате, включала проигрыватель, ложилась на кровать и предавалась мечтам. Это было самым увлекательным занятием, о котором никто не догадывался. Свои грезы Аня держала в секрете ото всех. «Ты чего?» – толкнув ее в бок, спросила Марина, когда песня закончилась. Аня очнулась и открыла глаза. «Только не говори, что влюбилась в него!» – с нотками угрозы выпалила Марина. «О чем ты? Просто он мне напомнил кого-то». «Кого именно?» – быстро спросила Марина, желая убедиться, что сердце подруги занято другим. «Не знаю», – тихо ответила Аня, потеряв нить воспоминаний. Новенькая белоснежная яхта Мигеля отчалила от берега. Хозяин был у штурвала, решив отметить свое совершеннолетие в открытом море и приурочить это событие к своей первой серьезной покупке. Карьера Мигеля стремительно набирала обороты, и он уже был знаменит не только в Южной Америке, но и в США. Талант, темперамент и работоспособность молодого человека восхищали, и продюсер активно продвигал юную звезду, делая на него большие ставки. Мигель, в свою очередь, не подводил. Он отдавался работе самозабвенно. Завоеванных стран ему было мало, душа требовала все новых просторов. Мигель почувствовал нежные женские руки у себя на талии, и тут же Александра прижалась к его спине. «Я так счастлива!» – прошептала девушка, уткнувшись лицом в развивающиеся волосы Мигеля. «Я тоже!» – ответил он и провел ладонью по бедру любимой. Мигель и в самом деле ощущал себя счастливым. Особую эйфорию он испытывал в те минуты, часы или дни, когда мог осчастливить других. «Скажи, ведь мы никогда не расстанемся?» – спросила Александра, продолжая прижиматься к Мигелю. Он улыбнулся. Ему было странно слышать этот вопрос, поскольку за последний год отношений с Александрой он не дал ни одного повода для сомнений. Мигель удивлялся сам себе, потому что, сколько себя помнил, ни одна девушка не могла удержать его больше месяца. Александра казалась другой, не похожей на всех. Она была смелой в поступках, немножко дерзкой, но вместе с тем женственной и нежной. Особенно манящими были ее карие с поволокой глаза, а белокурые длинные волосы в мелких кудряшках только подчеркивали глубину темных глаз. Мигелю казалось, что он нашел то, что искал, и сегодня приготовил кольцо для помолвки. «Мы не расстанемся», – пообещал он. Лежа на мягких матрасах на темной палубе, Мигель и Александра смотрели на большую луну. Эта небесная красавица любопытным взглядом посматривала на влюбленных, только что утоливших страсть вспыхнувшего желания. Теплый ветерок ласкал их влажную кожу, а волны плескались о борт яхты, будто шепча Мигелю: «Когда же ты сделаешь ей предложение?» Мигель вдохнул соленый воздух и улыбнулся. Он понял намек природы. Даже молчаливые обитательницы ночного неба, ожидая ответа, притаились, подмигивая своим космическим светом. Мигель решил не ждать, а прямо сейчас сделать Александре предложение. Нащупав под матрасом коробочку с кольцом, он на миг задержался. Мигель решил выяснить для себя что-то очень важное, чтобы окончательно убедиться в правильности своего выбора. «О чем ты мечтаешь?» – тихо спросил он у девушки. Александра приподнялась на локтях и заглянула в глаза избранника. Пышные волосы ореолом легли вокруг ее красивого лица. «Расскажи мне», – попросил Мигель. Девушка наклонилась и прильнула к его манящим губам. «Я хочу всю свою жизнь провести рядом с тобой», – сказала она. «А еще?» – улыбнувшись, спросил Мигель. Александра задумалась. «Я мечтаю жить в большом городе, и чтобы у нас была просторная квартира в пентхаусе с видом на океан. Еще я мечтаю, чтобы у нас была прислуга и няня для детей. Я представляю нас на приемах, вечеринках и благотворительных мероприятиях», – перечисляла она. «Мне бы хотелось посетить все города мира и пожить в самых дорогих отелях».
«А сад?» – перебил ее Мигель. «Разве ты не мечтаешь жить на вилле с садом?» «Сад?» – удивилась Александра. «Нет, я хочу жить в апартаментах». Мигель разжал руку, оставив коробочку с кольцом на прежнем месте. «Мне почему-то казалось, что ты мечтаешь создать сад», – тихо сказал он, почувствовав разочарование. «От растений у меня аллергия», – призналась девушка, и эти слова прозвучали как приговор. Александра уснула, а Мигель еще долго смотрел в бездонный космос. Он любил находиться под открытым небом, плавно покачиваясь на волнах. В эти минуты он ощущал себя частью бесконечной вселенной, но сейчас он не мог избавиться от чувства одиночества из-за внезапной потери. Оказывается, он совсем не знал Александру. Плотный график и гастрольная жизнь не позволяли им часто видеться, а в редкие моменты встреч они спешили утолить сексуальный голод, так и не дойдя до душевных разговоров. Мигель взял коробочку с кольцом и подошел к борту яхты. «Сад», — подумал он. «Почему мне хотелось, чтобы она создала для меня сад? Наверное, потому что я люблю природу», — объяснил себе он, но душа не приняла этого ответа. «Знаю, это снова не она», — признал очередное поражение Мигель и раскрыл коробочку. Бриллиант сверкнул в лунном свете, весело подмигнув ему. Драгоценный камень будто говорил: «Не отчаивайся, когда-нибудь ты найдешь ту, которую ищешь». Мигель горько усмехнулся и разжал пальцы. Еле уловимый всплеск воды поставил очередную точку на его ложной влюбленности. Отчет темных сил. «Что вы так долго возитесь с ним?» – раздался недовольный голос из темноты пещеры. «Когда вы жените его?» «Нам никак не удается его обмануть», – дрогнувшим голосом ответил Гнусавый. «Мы ему и таких красавиц подсовываем, и эдаких, но каждый раз он распознает фальшивку». «Это его помощники во всем виноваты», – робко вмешался второй. «Они все время крутятся возле него и нашептывают правду». «Тогда займитесь ею!» – закричал зловещий голос. «Запутайте ее, заморочьте ей голову, но сделайте так, чтобы она забыла свою мечту и не вздумала искать его. Сколько вас можно учить наносить удары по всем фронтам?» Разлучники бросились выполнять приказ хозяина. Аня спешила домой. Она хотела быстрее сообщить родителям радостную новость. «Мамочка, я поступила в институт!» – крикнула она с порога. «Как хорошо, доченька!» – обрадовалась Надежда, выходя из комнаты. «Теперь я студентка!» – ликовала Аня. «Боже, неужели моя мечта сбылась?» «Конечно, сбылась, ведь ты так давно стремилась к ней», – ответила женщина. «Совсем скоро я узнаю все законы, по которым создаются сады и парки». Не в силах унять свою радость, щебетала Аня. «Эту победу нужно отметить. Давай к приходу папы приготовим праздничный ужин», – предложила Надежда. «Конечно!» – тут же согласилась Аня. «Вот только переоденусь и сразу приду помогать». Она забежала в спальню и закружилась. Ее радости не было предела. Всю свою жизнь Аня мечтала создать такой парк, попав в который посетители не захотели бы его покидать. Казалось, такое желание пришло вместе с ней в эту жизнь, и теперь ее мечта становилась явью. Зазвонил телефон. Аня подбежала к аппарату и сняла трубку. «Алло!» – радостно произнесла она. «Привет!» – сказал Рома. «Ты чего такая веселая?» «Как же мне не веселиться, ведь я поступила в институт!» – сообщила новость Аня. «В какой именно?» – настороженно поинтересовался парень. «Надеюсь, в педагогический?» «Нет, в сельскохозяйственный», – ответила Аня. «Это несерьезно. Неужели ты хочешь быть лесником?» – недовольным голосом спросил Роман. «Не лесником, а инженером лесопаркового дела», – поправила его Аня. «Ты прекрасно знаешь, что для меня это важно. Я не хочу обучать детей, я хочу создавать парки». «Но ведь ты обещала поступить в педагогический», – не унимался Роман. «Я лишь обещала подумать», – напомнила ему Аня. Рома был разочарован. Он думал, что Аня прислушается к его мнению, но она оказалась упрямее, чем он ожидал. «Ладно», – нехотя сказал он, –
Я, собственно, звоню тебе вот для чего. Хочу прийти к тебе в гости». «Зачем?» – насторожилась девушка. «Ты знаешь, зачем. Хочу официально попросить у родителей твоей руки». «Ты с ума сошел!» – шепотом заговорила Аня, боясь, что мама услышит ее. «Отец спустит тебя с лестницы». «Если он спустит меня с лестницы, я заберусь в окно», – заявил Роман, показывая свою решимость. Уже несколько месяцев он ухаживает за Аней и даже готов на ней жениться, но она постоянно сдерживает его напор, мотивируя тем, что они еще слишком молоды. «Я не собираюсь тебя ждать до старости», – предупредил парень. «Или сейчас, или никогда». Аня притихла. Рома ей нравился, он был красив, интересен, но все же самое ценное было в его голосе. Он пробуждал в Ане глубинные воспоминания о чем-то прекрасном. «Жди меня в 8», – сказал Роман и положил трубку. Весь ужин Аня была скована. Она даже не чувствовала вкуса праздничного блюда. И если бы по прошествии времени ее спросили, что было на столе, Аня вряд ли бы вспомнила. Родители расспрашивали об экзаменах, о преподавателях, об институте, а она отвечала односложно, боясь услышать звонок в дверь. Вдруг в открытое окно ворвались звуки гитары, а затем и голос. «Письма, письма лично на почту ношу. Словно я роман с продолжением пишу. Знаю, знаю точно, где твой адресат. В доме, где резной палисад». Щеки Ани зарделись. Она поняла, что Рома таким необычным для этих мест способом решил сделать ей предложение. Отец одернул тюль и посмотрел в окно. На улице в сопровождении друзей стоял высокий блондин и выводил свои трели. Мужчина перевел взгляд на дочь. Аня хотела убежать, но отец схватил ее за руку и заставил сесть. «Давай дослушаем», – сдержанно сказал он. Шлю я ей за пакетом пакет. Только нет мне ни слова в ответ. Значит, надо иметь ей в виду, сам я за ответом приду». «И давно он ждет твоего ответа?» – спросил отец, пристально глядя на дочь. Аня подняла растерянный взгляд и тихо ответила: 3 месяца. Отец замолчал и продолжил слушать. Вижу алые кисти рябин, Вижу дом ее номер 1, Вижу сад со скамьей у ворот, Домик, где судьба меня ждет. «Ты уверена, что он твоя судьба?» – спросил отец, продолжая строго смотреть на дочь. Аня задумалась. Если бы Рома не умел петь, она бы сказала «нет», но его голос сумел обмануть ее душу. «Кажется, да», – тихо ответила она. «Тогда приглашай его в гости», – коротко сказал мужчина. Через 2 месяца Аня вышла замуж. Глава 6. Мигель сидел на кровати и смотрел перед собой невидящим взглядом. На душе скребли кошки. Несмотря на молодость, он уже сбился со счета своих любовных историй, но именно это не давало ему покоя. Популярность певца росла, девушки не давали прохода, а он в свои 23 года продолжал оставаться одиноким. Никто не знал о душевной пустоте Мигеля, да и не поверил бы, расскажи он об этом. Все считали его весельчаком, затейником и душой любой компании. Так оно и было. Вот только чувства не давали покоя. Сердце все время звало вперед, но молчало о том, где именно искать свою вторую половинку. Мигель взял дротики и стал кидать их в мишень. Вдруг он вспомнил сон, в котором видел глаза, стремительно удаляющиеся от него. В них была особая глубина, которую он продолжал искать у девушек. «Что за наваждение?» – разозлился он и встал. «Где мне искать эти глаза?» Отвернувшись от мишени, Мигель бросил дротик из-за спины. Пика попала в карту мира, висевшую рядом. Эта карта была отмечена множеством красных и синих флажков. Красный цвет обозначал страны, в которых Мигель уже побывал, а синий – о которых он только мечтал. Почти весь земной шар охватил Мигель в своих мечтах. Единственное нетронутое пятно осталось на северо-востоке. СССР оставался закрытым для всего мира.
И в довершении всего про него ходили нелестные слухи. Мигель подошел к карте и с удивлением обнаружил, что дротик попал именно на территорию Советского Союза. Чтобы закрыть дырку, нечаянно сделанную им, Мигель достал синий флажок и воткнул его на место пики.